Наше будущее следует за поколением, рожденным в начале нулевых. Он сказал, что его били в затылочную часть. А у него вообще была родовая травма головы, и его по голове ни в коем случае нельзя бить. В Беларуси эти дети встречали бы сегодня свое совершеннолетие дома. Чаще всего детей 328 судят по 4 части статьи 328. Это организованная группа. Но чаще всего на скамье подсудимых подросток находится один. Так вот, через 10 лет, когда этот подросток выйдет на свободу, он действительно станет частью огромной организованной группы всех тех тысяч и тысяч подростков и молодых людей, которые отсидели вместе все эти годы, хорошо организованы. Они все, что помнят, они помнят друг друга, они уже не помнят семьи, они не помнят мирной, нормальной жизни на свободе, у них нет ни карьеры, ни образования, ни перспектив жизни, но у них есть злость и есть ненависть за все, что белорусское правительство с ними сделало и сделало с их жизнью. И установим такой режим, чтобы они, сидя в этой колонии, я прямо скажу, смерти просили. Ужесточить нынешнее законодательство надо. Лет 20-25 они должны получить. Чтобы у него не было времени, кроме сна и работы, думать о чем-то. Тем более, что мы наполовину сократили сидельцев в местах лишения свободы. Колоний хватает сегодня. Поколение за решеткой. Почему же наш дом начал кампанию «Дети 328»? Меня часто спрашивают, зачем наш дом, организация, которая в принципе занимается очень важными, но очень скучными вопросами, такими как городские бюджеты, подотчетность депутатов, работа местных советов, решение коммунальных и социальных проблем в городах, вдруг и совсем неожиданно для себя занялся не просто детьми заключенными, а детьми заключенными, осужденными по печально известной статье Уголовного кодекса Беларуси. Что же это за статья? Статья 328 – это уголовная статья за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. В Беларуси она давно стала народной. На данный момент неизвестно, сколько же несовершеннолетних и молодых людей отбывает наказание по данной статье. Компетентные органы путаются в цифрах. Поэтому доверия к государственной статистике нет. Но точно известно, что речь идет про тысячи и тысячи подростков и молодых людей, которые на данный момент отбывают наказание в местах лишения свободы. Итак, почему наш дом занимается детьми 328? Первое. Несправедливые приговоры и огромные вопросы к правосудию. В целом, по всем делам детей 328. Второе. Условия содержания, в том числе пытки детей 328 в местах лишения свободы. Третье. Это наши дети. Даже если кто-то из них оступился один раз, то через 10 лет он выйдет на свободу матерым уголовником. Но в отличие от сегодняшнего ребенка, у него будет за спиной 10 лет пыток, унижений и жестокого обращения. И все, что он будет помнить в свои 25-26 лет, это тюрьма. И все, что он будет чувствовать в свои 25-26 лет, это злоба и ненависть за то, что белорусское государство сделало с ним и его жизнью. Но через 10 лет он придет не к Лукашенко. У Лукашенко охрана, высокие заборы и огромные стены. Через 10 лет этот подросток придет к вам. Мы хотим спасти детей 328 и не хотим, чтобы белорусское государство продолжало калечить их жизни. Поэтому мы требуем немедленно, просто немедленно выпустить всех несовершеннолетних на момент задержания, осужденных по статье 328, из тюрьмы. Дети не должны сидеть в тюрьме, особенно если эти дети никого не убили, не ограбили и не совершили никаких насильственных преступлений. Чего добивается наш дом в своей кампании «Дети 328»? Требования нашего дома по детям 328 очень простые и основаны на соблюдении действующего законодательства. Данные требования были сформулированы группой матерей, осужденных несовершеннолетних на момент задержания по статье 328 Уголовного кодекса, вместе с активистами нашего дома. Поскольку мы занимаемся только несовершеннолетними осужденными по 328 статье, мы решили, что кампания так и будет называться «Дети 328». И она будет продолжаться до тех пор, пока все требования не будут выполнены в полном объеме, а дети не вернутся домой.
Первое. Полная амнистия для всех несовершеннолетних 328 на момент задержания с выходом на свободу. Второе. Пересмотр всех дел и прекращение всех уголовных дел, включая судебное производство, для всех несовершеннолетних на момент содержания, в которых фигурируют неустановленные лица, и в том числе тех, в отношении кого ведется на данный момент судебное производство. Условие третье. Отмена ужесточения режима, применяемых внутри колонии по статье 328, из-за которых несовершеннолетние осужденные 328 на момент задержания становятся злостниками. Их лишают продуктовых посылок, возможности выйти досрочно из тюрьмы, определение закрытого публичного списка, по которым осужденный несовершеннолетний 328 на момент задержания может получить взыскание с правом его обжаловать в вышестоящие инстанции или суд. Четвертое. Работа в колониях только после заключения официального трудового договора с отчислением всех налогов и отчислений в пенсионный фонд. Оплата за труд должна производиться по установленным тарифам от Министерства труда и должна составлять не менее 50% от средней заработной платы по Беларуси. Пятое. Обязательное медицинское страхование жизни и здоровья всех несовершеннолетних заключенных 328 на момент задержания. Шестое. Безусловное право родственников раз в год нанимать независимых экспертов по обследованию здоровья несовершеннолетнего осужденного 328 на момент задержания. Седьмое. Запрет на лишение свиданий и на лишение продуктовых посылок для несовершеннолетнего 328 на момент задержания, а также запрет на помещение в ШИЗО как методов наказания. Восьмое. Отмена исков на проведение экспертизы в делах несовершеннолетнего 328 на момент задержания и возврат уже оплаченных родителями экспертиз. Девятое. Привлечение к ответственности должностных лиц, которые не дали получить школьные аттестаты об образовании задержанным до суда несовершеннолетним. Срочно организовать прием экзаменов для таких детей и получение ими школьного образования. Десятое. Запрет на изъятие личных денег несовершеннолетних 328 на момент задержания на нужды колонии, администрации колонии, а также за полное обеспечение несовершеннолетних осужденных 328 на момент задержания за счет государственного бюджета, а не за счет их родителей. 11. Для несовершеннолетних 328 на момент задержания считать нахождение в СИЗО до суда как 1 день за 3 дня в местах лишения свободы. Для остальных взрослых – 1 день за 2 дня. 12. Обязательное создание независимых общественных комиссий по контролю за условиями в местах лишения свободы из родственников несовершеннолетних 328 на момент задержания с правом посещения мест лишения свободы в любое время. Мы требуем амнистии для всех детей 328. Они должны выйти из тюрьмы.